Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Триумф. Меня зовут Егорова Настя, и сегодня наше очередное видео. В этом видео мы на практике разберем ошибки, которые мастера могут допускать при ламинировании бровей. Первый состав будет раздражать кожу. Вы будете видеть заломы на волосках. Нельзя ни в коем случае, чтобы первый и второй состав взаимодействовали на бровях. И от этого будут у клиента неприятные ощущения. Сегодня будем идти по порядку, по всем этапам в процедуре. И первый этап в процедуре – это подготовка бровей к ламинированию. И очень частая ошибка, которую допускают мастера, это скрабирование, либо использование спиртосодержащих растворов перед подготовкой с целью обезжирить брови, либо же подготовить кожу. Поскольку первый состав для ламинирования бровей – это очень щелочной состав, нужно подумать логически о том, как же он воздействует на кожу и на волоски. Поскольку щелочь очень сильно разъедает, разрыхляет поверхность кожи и волоска, у нас нет необходимости обезжиривать кожу. Нам нужно только снять загрязнения макияжа, либо те загрязнения от атмосферного пространства, которые могут осесть на брови и на кожу. То есть использование скраба и спиртосодержащих растворов нам не нужно. Еще один пункт, почему не нужно использовать скраб, это потому что первый состав будет раздражать кожу. Когда мы используем скраб, мы немного травмируем поверхность кожи, и от этого будут у клиента неприятные ощущения. И чем глубже вы травмируете кожу, тем больше вероятность того, что будет ожог, либо же аллергическая реакция. Одним из вариантов ошибки при долговременной укладке или ламинировании бровей может быть то, что мастер руководствуется исключительно рекомендацией производителя по времени выдержки. Вы обязательно должны помнить о том, что время выдержки – это очень индивидуальный показатель в процедуре. Всегда нужно обращать внимание на то, как брови реагируют на первый состав, поскольку влияет на это очень много факторов, начиная от толщины волоска, плотности волоска, были ли ранее уже процедуры ламинирования на волосках, прошел ли срок обновления волоска, какая температура и влажность в помещении, где вы проводите процедуру. Поэтому слепо действовать по инструкции от производителя не стоит. Нужно обязательно проверять в процессе процедуры, как реагируют волоски на состав. Еще одна возможная ошибка в процедуре – это когда коррекцию бровей проводят до процедуры ламинирования. Это категорически запрещено, поскольку любая травматизация кожи с помощью пинцета, выдергивания волосков, с помощью коррекции воском, либо же нитью, неважно, любые виды коррекции противопоказаны перед процедурой ламинирования. Коррекция травмирует кожу, кожа становится восприимчива к составам, и также может развиваться аллергическая реакция, либо раздражение и сопутствующие неприятные ощущения во время процедуры. Таким образом, коррекцию мы проводим строго после выполнения всех этапов долговременной укладки. Очень важным техническим моментом в процедуре ламинирования является смывка составов каждого этапа процедуры водой. Это очень важный и обязательный этап. Нельзя ни в коем случае, чтобы первый и второй состав взаимодействовали на бровях. Это две противоположные, противоречащие субстанции с разными уровнями pH, одна кислотная, другая щелочная, и их соприкосновение на бровях приводит к нежелательным эффектам. Брови начинают пересушиваться, обламываться, и в целом эффект от процедуры будет нежелательным. Поэтому помним обязательно о том, что первый и второй этап процедуры мы завершаем смывкой составов водой. Ватный диск не должен быть сильно мокрый, с него не должна течь вода, но обязательно ватный диск должен быть смочен и хорошо отжат водой. Мягкими прикладывающими, такими тампонирующими движениями смываем первый состав и ни в коем случае не жмем сильно на бровь, не давим на нее, потому что волоски в данный момент очень мягкие и податливые
под любые воздействия. Это нужно делать очень нежно. Если бровь оказалась слишком мокрая, вы просто можете ее просушить сухой салфеткой или сухим диском перед нанесением следующего состава. Также частая ошибка мастеров в процессе выкладки нужной формы бровей. Это несоблюдение угла выкладки волосков. Вы обязательно должны следовать таким правилам. Начало брови должно выкладываться строго перпендикулярно в 90 градусов горизонтальной линии, проведенной под бровью. И с каждым следующим этапом вы прочесываете волоски все ниже и ниже и ниже по углу выкладки. Поскольку второй состав, он у нас фиксирует ту форму, в которой волосок будет находиться после процедуры, я сначала делаю выкладку, а потом уже наношу второй состав. Вы визуально можете себе провести горизонтальную линию под бровью и относительно нее уже ориентироваться, какой угол выкладки вы формируете. У начала брови выкладка 90 градусов относительно нижней линии, визуально, которую вы проводите для себя, то есть 90 строго перпендикулярно наверх. Следом наш угол опускается, и мы стремимся к 45 градусам. И чем ближе к концу, к хвостику брови, тем ниже опускается у нас угол. То есть дальше 30, 20, 10 градусов и практически в горизонталь уходит направление волоска. Здесь вы ориентируетесь строго от того, какое направление природного роста волосков. То есть изменять угол наклона волоска мы можем не больше, чем на 20-25 градусов. Если не соблюдать правильные углы выкладки волосков, в результате процедуры, после начала отрастания брови, когда волоски начнут обновляться уже, вы будете видеть заломы на волосках. Если вы измените угол наклона волоска от природной формы роста больше, чем на 30%, тогда это будут явно видны заломы. Это будет портить в дальнейшем внешний вид брови и придется исправлять такое направление волоска. Также очень важно помнить о том, чем вы окрашиваете брови после процедуры. Ни в коем случае нельзя окрашивать брови после ламинирования хной, либо же щелочными красителями. Это будет приводить к пересушиванию волоска. Волосок будет забиваться пигментом в случае, если вы будете окрашивать его хной, и также затемняться, зачерняться и обламываться в последующем. В любом случае использование хны после долговременной укладки – это противопоказание. Ну и не забывайте, конечно, о том, что первых 2 этапа процедуры долговременной укладки бровей обязательно нужно завершить 3-м этапом увлажнения, поскольку процедура у нас направлена на то, чтобы изменить структуру волоса. Все предыдущие компоненты влияют на волос таким образом, что он начинает терять влагу. Это нормальный процесс в процедуре, но мы должны эту влагу восполнить, поэтому обязательно нужно закрывать процедуру с помощью каких-либо бустеров, увлажняющих сывороток, либо ботоксов. Этот этап вы уже выбираете на свой вкус. Ну что, дорогие друзья, вот такие ошибки мне хотелось сегодня с вами обсудить. Естественно, это далеко не все ошибки, которые могут допускать мастера в процессе процедуры. Если вы знаете что-то, о чем я сегодня не сказала, напишите об этом в комментариях. Мы обязательно снимем видео на эту тему в следующий раз. Ну и, конечно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, и я с вами прощаюсь. До новых встреч, пока-пока! Всем привет, дорогие друзья! Давай еще раз, мне руки не понравилось. Че я их так подняла, а? Заговорилась. Следующим пунктом... Сейчас. Конечно же, это далеко не все ошибки, которые могут... В одном и том же месте могут допускать мастера. Все. Могут допускать мастера. Далеко не все ошибки, которые могут допускать мастера. Угу.